Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят, что ждать сегодня на вечерней сессии, какие дальнейшие движения, ну и вообще, что будет двигать рынками в ближайшее время. Так, ну вот в телеграм-канале я опубликовал тут такая интересная таблица. Изменения ВВП по ряду стран, рост потребительских цен и безработица. Какая есть общая закономерность? Ну, чем южнее находится страна, чем больше там солнца и моря, тем, как правило, она тяжелее переносит кризис. Вот. Есть еще группа стран, у которых рост потребительских цен он выше, чем среднемировых. То есть, соответственно, в этих странах все проблемы, связанные с кризисом, решаются за счет населения. Потому что, как известно, рост цен – это падение покупательной способности населения, с одной стороны. С другой стороны, это возможность для того, чтобы наполнить бюджет и минимизировать расходы каких-то крупных корпораций и структур. Так, друзья, далее то, что касается коронавируса. Но здесь у нас идет устойчивый тренд на снижение количества новых заболеваний. Пока как бы этот тренд не изменился. Он общемировой, он касается Соединенных Штатов, Великобритании и России. Так, ну вот немножко возвращаясь к предыдущей табличке, о которой я говорил в Телеграме, здесь вот из общей зависимости о том, что где много солнца и тепла, там, как правило, все проходит очень сложно, то, что связано с кризисами, выпадает Великобритания. Но Великобритания, тут как бы сошлось ряд неблагоприятных факторов. Во-первых, там очень существенный рост новых заболеваний произошел, это раз. Во-вторых, с Брекситом они, конечно, погорячились. Этого делать, с моей точки зрения, совершенно не следовало, потому что потери у них будут ощутимо больше. Так, друзья, дальше. Московская биржа подвела итоги торгов в январе 2021 года и увидела, ну, вполне естественно, произошел значительный рост оборотов, особенно на срочном рынке, потому что все ломанулись на фондовый и срочный рынок. А после того, что произошло со стоп-геймом, я думаю, обороты начнут еще сильнее расти. Потому что такие инциденты, которые вот с Reddit, с Robinhood, вот со всеми этими вопросами, там, где происходит значительный рост цены, с использованием тем более средств, там, социальных сетей и так далее, это все очень сильно привлекает людей. Вот. И, конечно, здесь, ну, я могу только призвать к благоразумию, не играть в азартные игры, потому что азартные игры, они всегда заканчиваются очень плохо. Во всем должен быть разум и холодный расчет. Так, ну вот завтра у нас размещение ОФЗ, причем я смотрю, даже хотят тремя траншами, тремя этими самыми участками разместить. То есть, получается, ожидают значительный спрос на ОФЗ. Ну, там идет сейчас процедура, связанная с одной стороны с Навальным, с другой стороны с урегулированием вопросов по Северному потоку. Я думаю, большая часть всех этих событий, пертурбаций геополитических на текущий момент, скорее всего, отыграна для России. Но это не значит, что, в общем-то, игра закончена и в дальнейшем мы к этому вопросу не будем возвращаться. Будем, но чуть позже. Пока, я думаю, все карты, которые должны были на стол выйти, они вышли. И, соответственно, то есть продолжение оно будет, но несколько позже. Я думаю, где-то сейчас, может быть, и будут какие-то колебания, но я думаю, до весны, по крайней мере, до марта, а то и до апреля, никаких таких, я, во всяком случае, ключевых событий, санкций я не ожидаю. Возможно, я ошибаюсь, но посмотрим, насколько это будет так. Так, ну и продолжая тему коронавируса, коронакризиса, смотрите, 100-миллионный барьер вакцинированных людей перешагнули. То есть 101 миллион доз вколото. Здесь только напрягает тот показатель, что 4,25 миллиона доз в день больше не растет. То есть, если этот показатель не начнет расти, то вакцинирование, оно не столь существенно на текущий момент будет оказывать влияние на восстановление экономики. То есть, надо хотя бы десятку. Вот пока этот показатель, он несколько напрягает. Но позитив здесь, тем не менее, есть.
вот этот показатель, то есть количество вакцинированных в день, он растет в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты, как ни крути, это двигатель современной экономики, мировой гегемон. Вот, и поэтому чем быстрее они выздоровеют, тем они быстрее, возможно, вытащат куда-то в светлое будущее весь остальной мир. Так, друзья, далее касательно статистики. Ну, мягко говоря, не очень хорошие данные вышли по ВВП еврозоны. Снижение достаточно ощутимое. Вот, но здесь, собственно говоря, индекс доллара, я полагаю, именно из-за этого и растет. Потому что в Америке вроде как ситуация не такая ужасная, как вроде бы на текущий момент в Европе. И поэтому я предполагаю, есть некоторое перенаправление капитала в долларовые активы. Вопрос только, насколько это продлится и будет или нет пробит уровень 91,5 по индекс доллару. Так, друзья, далее Baltic Dry. Baltic Dry немножко проседает, но падение он притормозил. Вот здесь ключевое значение это 1400. Если оно будет пробито, я думаю, снижение пойдет более энергично. Так, далее индекс волатильности. Индекс волатильности провалился, он ушел ниже 30. Вот, момент это, конечно, позитивный, но с учетом того, сколько он болтался выше 30, не факт, что вот это движение, оно надолго. Если, конечно, он несколько недель проторгуется, ну хотя бы 1-2 недели, тогда можно говорить о том, что действительно здесь ну какой-то перелом произошел и волатильность расти не будет. Это был, ну просто, не знаю, какой-то шип, случайный вынос и так далее. Вот. Но пока на текущий момент здесь у меня никакого четкого суждения на этот счет нету. Точнее, оно есть, оно заключается в том, что в любой момент может пойти назад движение выше 30. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. Ну вот здесь цель движения, которую я предполагал, ее сделали. И, соответственно, сейчас здесь будет закрепление, если не произойдет отката и пробоя 3815-3800. И, соответственно, какое-то время он здесь на хаях будет торговаться, будет болтаться. Так, ну, по-видимому, это движение, оно идет в ожидании нового пакета стимулирующих мер. Вот. Как только пакет будет принят, здесь, наверное, пойдет корректирующий откат и будет тестирование 3800 вот этого уровня. Так, ну вот индекс доллара растет, негатив по Европе, статистика, которая вышла. Вот. Но при этом, как это ни странно, немецкий индекс DAX сегодня тоже показывает рост. Вот. Хотя в целом по Европе вышли не очень позитивные данные макростатические. Но здесь, я думаю, дело в том, что Германия, она, во-первых, в Европе это страна, которая будет восстанавливаться номер один. Она и идеолог, она и главный капиталист, она и сердце Европы. И поэтому здесь это движение, наверное, оно вполне справедливо. Ну и на фоне ожидания принятия стимулирующих мер, вполне естественно, что деньги накачивают в индексы и фонды. Но единственное, конечно, напрягает, это то, что происходит с индексом доллара, с DXY, потому что вот в ближайшее время от текущих значений, если он не отобьется и пойдет тестить 91,5, это будет не айс. Это будет не айс. Даже если при этом рынки не пойдут вниз, это создаст хороший задел для того, чтобы они откорректировались в ближайшее время. Так, ну далее криптовалюты. Вот биткоин и эфириум сегодня показывают очень хороший рост. Вчера Илон Маск их отрекламировал, видимо, поэтому они полетели. При этом здесь, я думаю, эфириум, он даже более интересен, потому что, во-первых, он не вырос настолько, насколько вырос биткоин. Во-вторых, я все-таки считаю, что у него задел в части возможностей, он не полностью реализован. Это создает предпосылки для того, чтобы в ближайшее время по нему мы увидели движение, ну хотя бы в район, наверное, 1700 долларов. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Но здесь у нас, по сути, произошел шортовый вынос, всех разнесли, кто шортили нефть. Вот. Соответственно, сейчас идет вопрос относительно того, будет или не будет для начала пробито 57,4, 57,2, вот этот диапазон.
Если этот диапазон пробивается, мы по нефти идем консолидироваться в район 56,8. Если сейчас этот диапазон устоит, то мы здесь начинаем набирать, продолжать набирать позицию, идем на 60. Я думаю, большая вероятность того, что отсюда произойдет коррекционный откат в район 56,8. Дальше посмотрим на ситуацию. Сейчас события развиваются таким образом, что наиболее вероятно пойдет движение вот сюда, в эту область. Вот, опять же, оно может не произойти, она может сейчас повиснуть на 57,2, какое-то время поболтаться и завтра с утра начать расти. Но я все-таки думаю, больше вероятность вот этого движения отсюда вот куда-то сюда. Так, друзья, далее золото. Золото сегодня выскользнуло из проторговки, в которой я его ожидал. Вот, ну ничего не поделаешь, если как бы позитивное видение на события, которые происходят, развивается, то соответственно золото хотя бы немножко, но отливают. Вот. Оно вышло из диапазона 1841-1860. Вот. И здесь, я думаю, ситуация будет следующим образом развиваться. Если сейчас мы 1841 пробиваем и закрепляемся в 1845-1854, ну, даже 1852, вот здесь вот этот диапазон, то вот эта вся штука, это ложный пробой, это тестирование более сильного уровня, который ниже расположен. Он на самом деле 1829, но здесь мы чуть-чуть до него не дошли. Ничего страшного нету. Если по золоту 1841 не будет сегодня пробито и не пойдет закрепление, то оно какое-то время будет торговаться 1830-1841. Вот, вполне возможно, что завтра, послезавтра, если мы сегодня не пробьем, не заберемся, оно где-то в этом диапазоне и проходит какое-то еще время. Что касается ожидания вот прямо сейчас, то я сейчас буду смотреть, как будет поведение в диапазоне 1842,5-1837,8. Если сейчас будет пробой нижней границы, то я думаю, оно пойдет вот сюда на 1832. Там посмотрим. То есть здесь наиболее вероятен тогда будет шорт. Если все-таки оно соберется силами и пробивает вот эту верхнюю границу 1841, то здесь может быть коротенький задерг на 1845. Если здесь не начинается донабор позиций, консолидация, то мы отсюда проваливаемся и уходим на 1840-1836, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Ну, на 15 минутке, которая в наибольшей степени, с моей точки зрения, золото описывает, по золоту сейчас развивается движение в новой консолидации 1832,5-1841, вот в этом диапазоне. То есть наиболее вероятный сценарий сейчас на движение золота к нижней границе. Так, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь мы диапазон вот этот не удержали, и после этого, соответственно, сразу пошло резкое движение вниз. Первая цель этого движения находится на 26.35, и если далее будет пробитие 26, то следующая цель движения 25. Корнер сделан. Вот. Но на самом деле, смотрите, здесь с серебром ситуация не такая однозначная. Да, тут был корнер на фоне того, что актив, скажем так, не очень ликвидный, и плюс туда массу народа нагнали. Но в целом я в серебре абсолютно уверен, в течение ближайших год, ну может быть 2 года, мы по серебру наиболее вероятно увидим 50, я думаю. Вероятность очень высока. Вот. Ну, если не год, не 2, то 3. Потому что здесь в любом случае будут в серебро либо фонды заходить, либо какие-то опять будут манипуляции с серебром и на 50 загонят. Но если на серебро в связи с развитием зеленых технологий будет расти спрос, а он будет расти, то рост цен на серебро, он просто неизбежен в ближайшее время. Это, конечно, будет не завтра, не послезавтра, но в течение года, 2-3, я думаю, вероятность очень высока. Ну а сейчас ждем, консолидируется оно вот здесь, в диапазоне 26-27. Если консолидируется, то после какой-то проторговки пойдет
повторная попытка роста и движения на 29. Если здесь не удерживается и пробивается 25.95, то мы по серебру откатываемся, цель движения 25,1. Так, друзья, далее евро-доллар. Но если ориентироваться на месячный таймфрейм, то растет вероятность того, что здесь произошел разворот. И сейчас разворачивается движение, цель которого 1,16. Извините за тавтологию. Вот. Если вот это движение, оно произойдет, если у нас февраль будет закрытие ниже 1,1942. Если такое происходит, то мы наиболее вероятно в марте, в апреле идем тестить 1,16. Это если описывать долгосрочные перспективы движения по евро. Ну как долгосрочные? Сейчас месяц это с моей точки зрения долгосрочно. Так, ну вот дневной график по евро. Здесь не айс, пробита поддержка 1,2047, которая здесь была. Вот. Если мы в нее не втягиваемся и сегодня-завтра не выходим торговаться выше этого значения, то у нас самая ближайшая цель движения вполне как бы 1,1865. Вот сюда, вот в этот диапазон. В районе 1,1865. Но здесь еще может произойти разворот и возврат в консолидационный диапазон 1,2053, 1,22. Посмотрим, как сегодня-завтра пройдут торги. Пока что все указывает на то, что движение вниз в евро-долларе оно продолжится. Во всяком случае на дневном таймфрейме. Так, если переходить на часовик, здесь ситуация следующая. Здесь была масса попыток для разворота и хотя бы коррекционного отскока, хотя бы краткосрочного на 1,2071. И вот этот отскок он будет реализован, если в течение там сегодня-завтра не будет пробития 1,2010. Если от текущего значения или от 1,2010 произойдет отскок, то мы отсюда увидим движение. Первая цель это тестирование 2050 и потом движение на 2071, 2072 вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Если же здесь пробиваем, то развивается тот сценарий, который мы только что рассмотрели на дневном таймфрейме. Так, друзья, далее USD, Tomorrow, рубль, доллар. Ну, смотрите, здесь у нас ситуация следующим образом развивается. Тут парадокс такой возник, что с одной стороны нефть выросла и сейчас консолидируется на хаях. С другой стороны, из-за изменения потока капитала растет доллар против евро и других валют. Но тут как бы как в клешнях, никуда не деться. Вот, и в такой ситуации с учетом грандиозного размещения ОФЗ, которые, видимо, на завтра запланировали, посмотрим, будет ли оно грандиозным или не будет, мне пока до конца непонятно. Но то, что они там 3 участка хотят забрать, то есть это вполне может указывать на то, что очень приличные суммы будут размещаться. Вот, хотя, может быть, просто там в зависимости от дюрации и от иных условий кредитования, они облигационного займа, они решили разбить на 3 участка, на 3 размещения. Вот. Но все-таки, я думаю, они хотят просто большой объем разместить. Вот. Ну, в этой ситуации наиболее вероятно, что доллар-рубль будет зажат в диапазоне 75,3, 76,1. Вот здесь его, скорее всего, и будут сегодня и завтра мариновать. Так, ну и вот часовой таймфрейм. Если переходить к часовому таймфрейму, у нас здесь идет четко выраженная консолидация, то есть движение в диапазоне пока без каких-либо предпосылок для пробития диапазона. Но вот если его расширенно рассматривать, то верхняя граница диапазона 76,2, нижняя граница 75,3, 75,2. Вот, соответственно, сейчас здесь пошел импульс движения. Цель этого импульса движения потестить 75,95, 76. Вот, я думаю, если это движение сейчас состоится, то здесь, скорее всего, будет коррекционный отбой и, соответственно, возврат и сегодня закрытие где-то в районе 75,5. Вот, я думаю, такой сценарий на сегодня наиболее вероятен. Потому что, судя по внешнему фону, по тому, какие возможные
планы по размещению ОФЗ, я думаю, что рубль-доллар, он где-то, ну, скажем так, с учетом геополитических рисков, даже при такой нефти оснований для снижения особых нету, но вот скорее всего его вот в этом диапазоне сегодня и завтра до конца размещения продержат. Посмотрим завтра с утра, как еще будет развиваться событие. Сейчас, я думаю, будет движение куда-то сюда, вот, и отсюда отбой, и потом возврат куда-то на 75,6, 75, 55, вот сюда, вот в этот диапазон. Если все-таки здесь не будет отбоя, то мы тогда будем закрываться сегодня на 76,2. Ну, движение выше 76,2 при такой нефти и внешнем фоне, я думаю, маловероятно. Все, друзья, спасибо за внимание, всего наилучшего.